Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об такой игре, как Osu. Это игра кликер, в котором нужно нажимать на кнопки. Но многие не понимают, что это за игра и с чего в ней начать. Ну и поэтому не могут разобраться в ней и быстро ее бросают. Это очень печально. Поэтому сегодняшний ролик я начну с того, что расскажу вам об игре Osu. Мы рассмотрим карты для новичков, которые будут все выложены в описании к этому ролику. Прямо сейчас туда переходите. Ну, на самом деле, этот ролик снят потому, что на ютубе мало понятных и хороших гайдов по игре Osu. И сегодня мы разберем как раз композиции, которые начинаются с одной звезды. Если вы хотите, мы дальше будем разбирать уже 2 звезды, 3, 4 и так далее. Потому что у каждого из них есть свои, так сказать, фишки. Вот. Эта игра очень прекрасная, она развивает реакцию. И для начала мы разберем механику игры. Она не всем понятна, и поэтому для начала, когда мы заходим в любую игру, в любую композицию, мы видим перед собой, как появляются специальные пластины или же кнопки, и вокруг них появляется белое кольцо. Это кольцо постепенно начинает сужаться, и когда оно сузилось до пластины, практически надо за некоторое время до этого нажать, чтобы она сузилась, и мы в этот момент нажали. Чем ближе кольцо к пластине, тем он быстрее двигается. Также есть слайдеры, так называемые, те же самые пластины, только их нужно передвигать по указанной траектории в композиции. Также надо их передвигать, зажимая эту пластину. Ее не надо отпускать. Также есть третий вид, это турбины. Это огромное колесо, которое надо крутить для того, чтобы получить максимально высокую оценку. Кстати, насчет оценок. Есть 4 разных оценки. Это Great, OK, Мех и Miss. Great — это отлично. Ты получил максимальное количество очков. 300 единиц. Окей. Это нормальный результат. Это значит, что ты немного опоздал или нажал раньше, но тебе дают меньше очков. Мех — это плохая оценка. Ее дают, когда ты чуть не пропустил пластину. Miss — это самая плохая отметка. Она дается за пропуск или преждевременное нажатие на пластину. Также в игре присутствуют композиции от 1 до 10 звезд. И у каждых из этих звезд есть своя фишка. Например, на вторых звездах появляются кнопки, на которые надо нажимать много раз. И также слайдеры, перед которыми видны много кнопок. Надо нажать сначала на кнопки, а потом провести слайдер. Вы сейчас видите на своих экранах, как я прохожу эти композиции. Тут есть как однозвездочные, так и двухзвездочные. Но сегодняшний ролик только для новичков. Если вы профессионал, лучше не смотреть этот ролик. Кстати, многие профессионалы забывают, что первые звезды и 10-е, они очень сильно отличаются. Не только по скорости и каких-то там фишек. Можно сказать, что не 10-е сложные, намного сложнее первых. Это неправильно сказать. Первые значительно разные с 10-ми. 10-е используют одни фишки, первые другие. Можете сказать там, нет фишек никаких у первых звезд. Но если вы долго не играли в первые звезды, то попробуйте сейчас пройти первые звезды. Вы не только поймете, что это очень медленно для вас или что-то другое. Вы поймете, что они в принципе другие. И на каждое надо тоже уделять время. Если ты прошел 10-звездочную композицию, не факт, что ты пройдешь на самую максимальную оценку как раз первые звезды или вторые.
Особенно третий, потому что третья значительно другие. У них есть свои фишки, такие как, допустим, сразу много кнопок. Надо нажать на все с маленьким отрывом по времени. Также есть ранги. Это D-ранг. Если ты просто прошел эту композицию, это не значит, что что-то плохое. Это значит, что ты молодец, ты прошел композицию. Это неплохо. Дальше идет ранг С. Для этого надо получать оценки Great как раз. Или окей. Вот. Для следующих также идет по Great. Great это самая лучшая оценка. Чем больше Great и чем больше очков у тебя на композиции, тем выше твой ранг. Потом идет ранг A. Это уже хороший ранг. Ты молодец, ты освоил эту композицию. Дальше идет S и S+. Это уже ранги очень хорошие. Это значит, ты прошел вообще точно, очень точно эту композицию. Также давайте разберем, что вообще, с чего начать новичкам. И вот какие им советы нужны. Для начала не торопитесь. Не торопитесь, не нажимайте прям быстро. Если вы даже видите, что композиция намного быстрее, чем вы предполагали, все равно не бросайте это. Вы должны понимать, что если появилось уже 20 этих фишек, 20 кнопок, то не обязательно на них сразу прямо сейчас нажимать. Дождитесь, пока кольцо сузится. Если вы один нажали на Great, то не пропадет следующий. Следующий ни за что не пропадет, потому что они идут по порядку. Также, почему у них разные цвета и разные внутри цифры? Цифры обозначают по порядку, какую вы должны первую нажать, какую вторую, какую пятую, какую десятую. А цвета это какой вы сейчас цвет нажали, заканчивайте все цифры этого цвета, потом переходите к другому цвету. Именно так это работает. Также в этой игре есть композиции, которые для определенных категорий людей не лучше, то есть для там много цветов, что-то там быстрое мелькание. Это не очень хорошо для людей с эпилепсией, поэтому на этом ролике висит дисклеймер. Если вы хотите, его прочтите. Но он идет в самом начале. Также, что мы еще разберем? Мы разберем то, что вы вот начали, вы не знаете, какие композиции. Я вам приведу в описании много композиций. Также, если вы не понимаете, вот первые вы освоили, допустим, это будет отдельный ролик по этому. Но, для начала, если вы освоили вот эти все первые композиции, не знаете, с какой перейти на вторую звезду, и вот как поднять все эти фишки, я говорю уже, там есть фишки, что много кнопок, но это самому надо освоить. И в описании также будут приведены эти композиции, которые помогут определить, что будет на вторых звездах. Они будут медленные, почти как первые. Также будут быстрые. Но это все 2 звезды. Также сами пользователи могут присваивать звезды. И если вы проходите какую-то 10-звездочную композицию как первую, ну это не очень хорошо. Надо пройти сразу несколько таких. Поэтому в описании смотрите сразу несколько, проходите. Если вы их прошли, вы молодец. Вы готовы двигаться дальше. Это не так, что прошел одну композицию, все, ты мастер игры. Нет, такого нет. Такого никогда не будет. Надо освоить какие-то даже фишки просто. Потому что Осу это игра, которая основана на реакции. И все они разные. То есть какие-то будут быстрее, какие-то медленнее. И даже композиции с одной звездой будут некоторые быстрее, некоторые медленнее. Поэтому ну вот надо узнать это все. Если вы хотите какой-нибудь ролик подобный, то ставьте лайки. Если я увижу большой актив, то построю следующий ролик. Если я что-то также забыл, то вы мне скажите. А для начала, ну, уже такая концовка, я вам расскажу, что вы увидите в игре. Для начала, когда игра только начинается, вы видите
кнопки, все, вы нажимаете на них. Сверху, в самом верху экрана у вас располагается полоска. Если эта полоска полная, то вы молодец. Вы собираете большое количество очков, и поэтому она полная. Если вы пропустите или получите какую-то негативную отметку, то она будет сужаться. Если она сузится и пропадет, то вы проиграли. Это для новичков это очень быстро, поэтому лучше для начала проходите и смотрите на верхнюю полоску, когда проходите, чтобы потом вы уже осознавали, что вот, сейчас надо поднажать. Для того, чтобы эффективно заполнять эту полоску, двигайте слайдеры. Вот реально, двигайте слайдеры, они очень хорошо ускоряют эту полоску и наполняют ее. Также турбины, они тоже очень хорошо ее наполняют. Также, если вы будете получать только грейд там или какие-то хорошие отметки на кнопках, то тогда вы, естественно, будете увеличивать эту полосу. По бокам вы можете видеть такие себе кнопки. Ну, не кнопки, а полоски. Так, посередине их располагается отметка. И чем выше или ниже эта полоска, тем хуже. Она может быть ниже, выше, но это плохо. Надо держать ее на средней полосе. Что она обозначает? Скорость. Скорость, с которой вы нажимаете на кнопки. Если вы слишком быстро их нажимаете и получаете из-за этого плохие отметки, смотрите на боковые линии. Они вам подскажут, вы делаете слишком быстро, замедлитесь. Не значит, что там надо пропускать их. Просто замедлитесь. Если вы будете пропускать, вы только хуже сделаете. Просто замедлитесь и нажимаете чуть медленнее. Не значит, что надо кольца пропускать. Нажимайте на кольца. Но по времени. Ровно по времени. И это будет середина. Если ниже, то вы медленно слишком ускоритесь. Не значит, что там надо бежать, прям все вот это выполнять. Нет, надо просто делать среднее. Все среднее. В общем, это все, что я могу сказать про первые уровни в ОСУ. Это бесплатная игра. В описании, возможно, будет ссылка на ее скачивание. Если вы еще не пробовали, пробуйте. Эта игра не кроссплатформенная, она идет только на ПК или Mac. В общем, только на стационарные компьютеры или ноутбуки. А про актив я вам сказал. Заходите на мой Twitch канал. И на этом всем удачи, всем пока. Надеюсь, я вам помог. Всем пока. Ах да, забыл вам еще сказать, вы можете дальше посмотреть просто геймплей игры ОСУ. Дальше смотрите, запоминайте, развивайтесь. Всем пока. Time will fade away, we'll be old and gray. I'll say again, I'm sorry. What happened that Sunday morning?
night that I lost my way. The distance in your eyes comes as no surprise. I've realized I've lost you. I'm sipping on cheap tequila, and I'm thinking of our first spark. And I'd be lying if I said that I wasn't trying to hold you, darling. As if I only had 7 seconds left to live. 7 seconds left to live. I'm not going away. The picture's in the frame from when we went away to your lap bar in the south where the wind was blowing. It's so far away that you forgot. Oh, it just faded away, and it hurts to say, even to this day, I miss you. I've been thinking about you lately. I've been thinking that I should call. I'd be lying if I said that I wasn't trying to hold you, darling. As if I only had 7 seconds left to live. I'd be sitting in the morning glory. I'd be writing us a better story. I'd hold you, darling. As if I only had 7 seconds left to live. If I only had 7 seconds left to live. Just 7 seconds left to win. Just faded away before we're old and gray. I've gotta say, I still love you. I've been putting on London Calling, all the records that you left behind. The distance in your eyes comes as no surprise. I realize I've lost you. I'm tripping on London Calling. I've been thinking of our first spark. I'd be lying if I said that I wasn't trying to hold you, darling. As if I only had 7 seconds left to live. I'd be sitting in the morning glory. I'd be writing us a better story. I'd hold you, darling. As if I only had 7 seconds left to live. 7 seconds left to live. 7 seconds left to live.